Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня поговорим о том, как не стоит отвечать на телефонные звонки, потому что теми или иными словами вы таким образом через телефонный звонок отдаете свое благополучие, достаток и даже здоровье. Давайте вместе с вами все далее более подробно будем разбираться. Слова занимают в жизни людей очень важное значение. Мы используем их на протяжении целого дня. При общении в семье, с коллегами, с малознакомыми и вовсе незнакомыми людьми. В магазине, в транспорте, и каждый из этих слов в такой момент несет не только свою энергию, создавая особенные вибрации, но и отправляет посыл во Вселенную, показывая, какой вы человек, что заслуживаете получать в свою жизнь, и, соответственно, это все вы и получаете в свою жизнь обратно. Многие считают, что слова созданы только для того, чтобы люди могли объясниться, поддержать разговор, что в них нет ничего особенного. Но это совсем не так. Слова – это огромная сила, которую не под силу осознать всем. Только мудрые, целеустремленные, способные и душевные люди на энергетическом уровне могут научиться использовать их себе во благо, меняя все то, что им не нравится, что не устраивает, и привлекая с их помощью то, что им хочется видеть в своей жизни, и то, что для них необходимо. Это, конечно, не просто и требует много сил. И порой кажется, что изменить манеру разговора, не употреблять какие-то определенные слова, использовать больше слов в положительном значении – это очень просто. Но на самом деле это совсем не так. Человек привыкает к определенной манере речи, и научиться ее менять, не опускать руки, когда что-то не получается с первого раза, а порой и с 10-го, не очень просто. Слова в жизни каждого человека играют очень важную роль, так как они способны притягивать как положительные энергии, так и отрицательные. Люди, порой не принимая эти знания, сами начинают притягивать к себе неприятные события, безденежье, неудачи, отсутствие любви, успеха, благополучия, а затем расстраиваются из-за того, что они вроде и стараются, а нужного результата в их жизни нет. Много работают, а деньги не приходят. Стараются строить отношения, проявлять заботу, а в итоге остаются одни. Но если разобрать все то, что данный человек произносит в первом или во втором случае, то станет понятно, почему же так происходит. Так, например, если человек будет употреблять такие слова: «не могу себе позволить», «нет денег», безденежье, мелочевка, траты, то в результате все так и будет. Посыл, отправленный в такой момент, особенно если данный человек будет расстроен, быстро отправится во Вселенную и вернется обратно в большом количестве, привлекая к данному человеку все то, что он так ждал. А если бы в таком случае такой человек заменял данные слова, например, «не могу позволить в данный момент, но обязательно сделаю это завтра», или «деньги есть, но пока они еще не дошли», или «сегодня отложу покупку на завтра». И смысл уже будет совсем другим, а значит и посыл, который отправится во Вселенную, он будет звучать, что сейчас этого нет, но уже завтра или через некоторое время обязательно появится, так как нужные энергии с помощью слов обязательно придут в помощь. Также, если вы будете говорить «мне не везет в любви», и произнесенные в шутку слова «ты меня не любишь» или же «почему ты меня так сильно не любишь», все это будет притягивать проблемы в отношения, ведь энергии любви вместо того, чтобы привлекаться, будут отталкиваться. А если вы произносили бы слова «я у тебя единственная, любимая, желанная», «как же хорошо, что ты меня так сильно любишь», или «даришь мне любовь в том количестве, которое мне необходимо», или «я ценю ту любовь, которую ты мне даешь, я ее принимаю», а значит, это все в большем количестве придет к вам, и вместо того, чтобы отталкивать, вы будете наоборот только привлекать. Поэтому стоит научиться, если вы желаете управлять словами, обдумывать все то, что произносите вслух, контролировать, а только затем произносить. Сначала, возможно, будет это непросто, но когда это войдет в привычку, никакого труда это доставлять уже вам не будет.
Не произносите слова, которые привлекают разрушительный негатив. Например, черт, смерть, пропади ты пропадом, беда, так как все это способно прийти в вашу жизнь и разрушить ее. Ну и ко всему этому может привлечь злую сущность, которая, прицепившись к вам, будет мешать жить спокойной жизнью. Постоянно будет что-то происходить, не ладиться, неудачи и беды будут только ходить следом. Не стоит произносить и матерные слова, так как они будут привлекать изначально злых сущностей, которые реагируют на их вибрации, и, придя в жизни к тому, кто их употребляет, будут сбивать данного человека с истинного пути. Ведь недаром, если вы обратите внимание и проведете параллель, то сможете заметить, что люди, которые выпивают, принимают наркотики, связаны с плохими компаниями, занимаются негативными делами, все они произносят много таких слов. Так вот, чтобы не попасть в их компанию, нужно не позволять себе, даже когда вы злы или расстроены, проговаривать такие слова. Вы не можете знать и контролировать, в какой момент и где будет находиться определенная сущность, которая услышит именно вашу вибрацию, даже если она будет нечастой или же разовой. Не стоит проговаривать те слова, которые способны показать в вас свою неуверенность в своих детях, в семьях, работе, в собственных силах. Если вы говорите, что вы недостаточно умны, значит вы верите в это, и значит вы притягиваете к себе в жизнь такие события, которые сделают так, что вы проявите свои не самые наилучшие качества, и в глазах других людей вы будете выглядеть именно так. Если вы будете говорить «я некрасивая», значит вы будете притягивать энергии, которые начнут разрушать ваше биополе и смогут оказать влияние на вашу внешность. Порой можно заметить, как красивые люди, играя на публику, для того, чтобы их хвалили, проговаривают такие слова. Они как бы делают это не специально, но энергии этого не понимают. Когда слова произнесены в шутку, а когда серьезно, так как только вы их произносите, они начинают на вас влиять. Вот в таком случае произойдет то, что повлияет на внешность, что, конечно же, вас не порадует, а негатив, который вы в такой момент притянете, будет только усугублять ситуацию, и которой вы сами себя и подтолкнули. Если вы будете говорить, что никогда не сможете много заработать, что ваша жизнь не изменится в лучшую сторону, вы будете давать себе наставления, а также показывать денежной энергии, что ей не стоит приходить в вашу жизнь. Ведь вы уже наперед знаете, что вы не сможете заработать больше, чем есть в вашей жизни. Поэтому нужно быть осознаннее. Вы должны говорить наоборот, что деньги любят вас, что вы любите деньги, что вы сможете заработать столько, сколько пожелаете, что деньги придут в вашу жизнь в таком количестве, как это нужно, что вы готовы принимать это. Как только вы начнете так мыслить, вы увидите, насколько сильно изменится ваше денежное состояние, сколько возможностей откроется перед вами, и что деньги будут поступать в те моменты, когда вы будете их привлекать. Мы можем произносить многие фразы и при этом не задумываться о том, что же они привлекают в нашу жизнь. Так, например, если вы проговариваете, когда у вас что-то случилось, ничего себе, вот я поражена. Это указывает на то, что вы не верите в то, что вы желаете лучшего, что вы не готовы это лучшее получать в свою жизнь, что вам это не нужно, так как вас устраивает все то, что уже есть, что вы ленивы, что нет желания учиться, а значит и защиту Вселенной вы не сможете получить. Жизнь будет скучной и монотонной. Или я так устала, что вот прямо сейчас упаду с ног. Или что еще хуже, я устала так, что сейчас умру. Как вы считаете, что такие выражения могут привлечь в вашу жизнь хорошее? Конечно же, ничего, кроме проблем со здоровьем. И очень скоро, после того, как вы будете это проговаривать, ваше биополе ослабнет. Вы станете бессильным человеком, не будет возможности продолжать жизненный путь, и вы начнете терять все то, что уже было в вашей жизни. Второе же выражение способно причинить вам не только сильный вред, но и может на вас навлечь смертельную опасность. Поэтому ни в коем случае такого не произносите вслух. Или «поздно мне что-то менять». Менять никогда ничего не поздно. Помните, вы способны изменить все то, что вам не нравится, что вы не желаете получать, так как таким выражением вы только прячетесь от того, что можете управлять своей жизнью. Вам лучше плыть по течению и ничего не делать, чем научиться ней управлять.
Поздно бывает только в одном случае, когда кто-то не станет в живых. Во всех же других случаях человек может и должен влиять на свою жизнь, отпускать то, что мешает, и принимать то, что должно лучше в нее поступить. А что же они обо мне скажут? Если вы любитель такой фразы, то вы попали в непонятную жизненную ситуацию, так как вы не готовы отстаивать свое мнение перед кем-то. Возможно, вы считаете этого человека лучше себя, поэтому допускаете такую ошибку, и в данном случае, уже не только в словесном случае, но и в энергетическом, никого нет лучше, чем вы. Каждый человек индивидуален, поэтому начните думать только о себе и не обесценивайте собственную значимость. Пока вы верите в свои силы, вы готовы покорять новые и новые вершины, иначе никак. Или плохой день. Но день не может быть плохим, могут быть плохими некоторые моменты в нем, поэтому нужно научиться их выделять и также научиться отпускать такие моменты, делая вывод, почему же это с вами произошло. Возможно, Вселенная собирается вам на что-то указать. А если вы будете проговаривать такие слова, то Вселенная вам может показать, что уже такой действительно плохой день. Или «кому я могу быть нужна?». Вы не должны сомневаться в том, что есть люди, которые вас любят, ценят, что вы способны привлекать в свою жизнь хороших людей. Но если вы даете такой энергетический заряд с помощью слов, то, конечно, никакие отношения, начиная от рабочих и заканчивая личными, не будут подолгу задерживаться в вашей жизни. Вы будете окружать себя энергиями, которые, накопившись, будут отталкивать их от вас близких людей. С помощью неправильных фраз возможно разрушить энергию счастья в своей жизни. Например, «я несчастлива» или «окружающие всегда плохо думают плохо обо мне», или «у меня не будет ничего хорошего», или «жизнь скучна», или «где же это счастье?» И так далее, и так далее. Все это будет притягивать не только к вам ненужные энергии, но и образовывать с их помощью энергетический застой, перекрывая жизненно важные каналы, которые будут делать вас более слабым энергетически человеком, подверженным чужому влиянию и мнению. А также вы попадете под влияние окружающей среды. Отношения с людьми из-за этого не будут складываться ни в какой сфере вашей жизни. Вы должны знать, что сможете осуществить и привлечь в свою жизнь абсолютно все, что вы только пожелаете. Главное произносить правильные слова. Вы удачливы, сильны, мудры, живете в окружении изобилия, достатка. Но есть люди, которые способны использовать слова так, чтобы отобрать у вас нужные им энергии, ваши жизненные силы, или же они могут наслать на вас порчу. А вы по незнанию все это примете с легкостью в свою жизнь и отдадите данным людям то, что они желают получить. Вот я вам сейчас задам вопрос, а вы каждый задумаетесь, как именно вы отвечаете, когда вам звонят по мобильному телефону. И думаю, практически каждый из вас не задумывался о том, как он это делает. Но то, как вы отвечаете, способно влиять на вашу жизнь очень сильно. Ведь если тот, кто желает вам зла, провел ритуал, звонит вам, так как знает, что вы обязательно ответите словом «да», чтобы запустить негативные программы. Вы делаете так, как данный человек и от вас ожидал. Тем самым даете согласие на то, что принимаете все то, что он вам отправляет в свою жизнь. Вы принимаете все посылы негатива, а он, соответственно, поступив в вашу жизнь, начнет на нее моментально действовать, влиять и разрушать. А если вы бы в таком случае ответили «Алло», «Здравствуйте», «Говорите», «Слушаю», вы бы изначально себе обезопасили, вам бы никто не причинил никакого зла, так как вы не даете на это согласия. Стоит и при телефонных разговорах воздержаться от таких выражений, как «да, конечно», «безусловно», «обязательно», так как такими словами вы откроете, если человек на том конце провода собирается вам навредить, доступ ему к вашему энергетическому полю, с которого он будет черпать силы, а вот вы их наоборот терять. Вообще, чтобы уберечь себя полностью, перед тем, как ответить на телефонный звонок, нужно трижды на его уровне щелкнуть пальцами правой руки, при этом трижды сказать такие слова: «Мне проблемы нипочем, если кто-то навредить желает, пусть свой негатив обратно и принимает». А затем отчетливо сказать 3 слова: «защита, защита, защита». Таким образом, вы отправляете нужный посыл во Вселенную и получаете все то, что просите взамен.
Очень много людей в нашем окружении относятся к нам не так, как это кажется с первого взгляда. Поэтому лучше себя обезопасить и перестраховаться, чем допустить проблемы и отдать что-то или же принять, а затем думать, ну как же от этого избавляться. Следите за словами, которые вы говорите. Обдумывайте все тщательно, взвешивайте, чтобы потом не пришлось вам думать, почему же так вам не везет, а все светлое обходит стороной. А причиной всему этому будут слова, которые вы употребляете. Если на энергетическом уровне вы чувствуете, что какое-то слово вызывает у вас неприязнь, уберите его полностью из обихода, так как у каждого человека есть такие слова, способные ставить энергетические блоки, и у всех они абсолютно разные. Слова должны быть использованы только во благо и никак иначе. Больше добрых, светлых слов еще никому не навредили. Помните, пожалуйста, об этом. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. В комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, отправить донат, друзья, есть благодарность, вы можете выразить по ссылку, которая указана в описании к этому видео. Нам, друзья, будет очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас, друзья, на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше всех. Вам, друзья, благ!